1993 году зрители «Симпсонов» стали свидетелями поразительного сюжета, где Мардж Симпсон использует телефон с экраном для прокладывания маршрута Гомеру. Это изображение стало предвестником смартфонов, которые начали массово входить в обиход только в начале 2000-х. Спустя несколько лет мир столкнулся с бурным ростом популярности мобильных устройств, что подтвердило точность предсказания. В 1998 году в эпизоде «Тайна гениального Гомера» был показан выборный процесс, который предсказал победу Джорджа Буша-младшего на выборах 2000 года. Это предсказание вызвало удивление у зрителей и стало еще одним примером способностей создателей сериала к предсказанию будущего. Также в 1994 году «Симпсоны» представили мир виртуальной реальности, когда Барт погрузился в видеоигры. В настоящее время технологии виртуальной реальности стали важной частью повседневной жизни. Эксперты начинают анализировать предсказания «Симпсонов», чтобы предположить, что может произойти в 2026. Каждый новый сезон сериала предлагает не только комедийные моменты, но и намеки на возможные события. В эпизоде, вышедшем в 1995 году, Гомер становится президентом, предсказывая глобальные проблемы, такие как изменение климата и социальные конфликты. Это привлекло внимание фанатов к тревожным намекам о будущем. Создатели «Симпсонов», Мэтт Грейнинг и его команда, обладают опытом работы в медиа и используют анализ текущих событий и культурных трендов. Они выявляют тенденции, которые затем превращаются в сценарии, отражающие реальность и предсказывающие ее развитие. Темы, касающиеся политики, технологий и экологии, часто появляются в шоу, что подтверждает их способности к прогнозированию. Наблюдая за точностью предсказаний «Симпсонов», зрители все чаще задаются вопросом о судьбе, ожидающей человечество в 2026. Каждое новое предсказание вызывает дискуссии и интерес общественности, а также заставляет задуматься о том, каким образом комедия может отражать реальную жизнь. Внимание к предсказаниям растет, оставляя зрителей в ожидании новых событий, которые могут произойти в ближайшие годы. В эпизоде «Симпсонов» под названием «Кто убил Курта Воннегута» в 1999 году Гомер Симпсон оказывается в центре военных действий. На экране появляются танки, а жизнерадостная музыка сменяется тревожной мелодией. Местные жители в панике пытаются понять, что происходит, что иллюстрирует реальный страх перед возможными конфликтами. Эта сцена стала знаковым предсказанием о возможной эскалации глобальных конфликтов. В следующем эпизоде, вышедшем в 1998 году, Симпсоны изображают угрозу ядерного удара, когда город Спрингфилд оказывается под атакой. Реакция жителей — хаос и паника, что отражает реальную волну страха, которую вызывает угроза ядерной войны. Этот эпизод стал актуальным в контексте современных опасений по поводу ядерного вооружения и отношений между странами. В 1995 году в эпизоде «Космические войны» показан альтернативный сценарий, где борьба за ресурсы приводит к конфликту. Пародия на войны за нефть становится пророческой, так как множество современных войн действительно возникает из-за контроля над природными ресурсами. Этот эпизод предвосхитил реальные события, когда экономические интересы приводили к военным действиям в разных частях мира. В 2021 году внимание к «Симпсонам» возросло на фоне международной напряженности. Один из фанатов заметил, что шоу предсказало несколько реальных конфликтов, включая события на Ближнем Востоке. В эпизоде, вышедшем в 1996 году, был показан конфликт между двумя странами, которые борются за стратегический ресурс. Этот сюжет стал отражением геополитических противоречий, которые все чаще выходят на поверхность в современном мире. С ростом числа конфликтов и нестабильной политической обстановкой предсказания «Симпсонов» начинают восприниматься как предупреждение. Каждый новый международный конфликт наводит зрителей на мысль о том, насколько актуальными остаются эти сюжеты. Эксперты начинают анализировать, как предсказания сериала могут соотноситься с реальными мировыми событиями и что они могут предвещать о будущем. Обострение политической ситуации и новые военно-политические проблемы в мире только усиливают интерес к «Симпсонам». Зрители начинают замечать все большее количество параллелей между вымышленными событиями и реальностью, что поднимает вопросы о том, как эти предсказания могут отразить грядущее.
В связи с этим ожидания относительно того, что нас ждет в 2026, становятся все более настоятельными, поскольку прошлые предсказания могут оказаться не такими уж далекими от действительности. В 1994 году «Симпсоны» представили эпизод, где Барт погружается в виртуальную реальность. Это стало предвестником распространения технологий виртуальной реальности. На экране Барт взаимодействует с цифровым миром, а компьютеры начинают управлять повседневной жизнью. С этой сцены начинается эволюция технологий, которая изменит общество. С начала 2000-х годов начинается стремительный рост искусственного интеллекта. В одном из эпизодов показан робот, выполняющий повседневные задачи для жителей Спрингфилда. Этот робот заменяет людей в офисах и домашних делах, что подчеркивает нарастающую тенденцию автоматизации. Число рабочих мест, замененных такими технологиями, растет, что вызывает недовольство и страх у населения. В 2021 году «Симпсоны» снова представили будущее. В эпизоде, посвященном умным домам, показано, как устройства связаны друг с другом и управляются через единую систему. Этот сюжет стал отражением реальности, где интернет вещей проникает в повседневную жизнь. Жители начинают осознавать свою зависимость от технологий, что порождает новые страхи и беспокойство о приватности и безопасности. В 1998 году сериалы показали, как жители Спрингфилда сталкиваются с ситуацией, когда их данные используются без ведома. Это предсказание стало актуальным в свете скандалов с утечками личной информации и манипуляциями с данными. Зрители начинают осознавать, насколько технологии могут контролировать их жизни и какую цену они платят за удобство. На фоне этих изменений в обществе возникает новый уровень зависимости от технологий. К 2026 году, по версии «Симпсонов», технологии могут стать не только помощниками, но и угрозой. В одном из эпизодов интеллектуальные системы принимают решения, влияющие на судьбы людей, поднимая вопрос о том, кто несет ответственность за действия машин. Это становится важным аспектом обсуждения среди зрителей и экспертов. Экономические вызовы также становятся заметнее. Люди теряют рабочие места из-за автоматизации, что приводит к росту безработицы и социальным волнениям. Возникают протесты против внедрения технологий, так как значительное число граждан оказывается без работы. Эти обстоятельства заставляют общество задуматься о будущем, когда технологии будут неотъемлемой частью жизни. С каждым новым технологическим прорывом в «Симпсонах» становится все более очевидно, что будущее может быть сложным и не таким светлым, как предполагалось. Как человечество будет взаимодействовать с машинами и какие последствия это принесет, вызывают серьезные споры. В мире, где технологии управляют всеми аспектами жизни, зрители начинают задаваться вопросами о том, как далеко зайдут эти изменения и какие новые вызовы ждут человечество в будущем. Каждое новое развитие технологий порождает не только удобства, но и угрозы, что обостряет конфликт интересов между людьми и машинами. В 1995 году «Симпсоны» выпустили эпизод, который показал, как человечество сталкивается с экологической катастрофой. Сюжет разворачивается вокруг того, как жители Спрингфилда пытаются справиться с последствиями глобального потепления. В этом эпизоде температура в городе поднимается до рекордных уровней, а привычный уклад жизни начинает разрушаться. Жители отчаянно ищут способы выживания, что отражает реальные угрозы изменения климата. В эпизоде, который вышел в 1998 году, сценаристы показали Спрингфилд, погруженный в хаос из-за загрязнения окружающей среды. Гомер, пытаясь помочь семье, сталкивается с проблемами, связанными с токсичными отходами и необходимостью очистки реки, которая стала совершенно непригодной для жизни. Этот сюжет стал зеркалом реальных экологических проблем, таких как загрязнение водоемов и последствия бездумного потребления ресурсов. К 2021 году «Симпсоны» снова затронули тему экологии в эпизоде, где мир сталкивается с последствиями массового вымирания видов. Глобальная экосистема начинает рушиться, и Спрингфилд становится символом утраченных возможностей. Жители города начинают осознавать, что их действия в прошлом привели к катастрофическим последствиям, и теперь у них нет другого выбора, кроме как восстанавливать окружающую среду. Обострение экологической ситуации приводит к сбоям в поставках продуктов питания. Люди начинают паниковать из-за дефицита, что приводит к конфликтам между жителями.
В ходе эпизода показано, как борьба за ресурсы приводит к социальным волнениям и разногласиям даже среди близких людей. Эта динамика отражает реальную напряженность, возникающую в обществах, когда ресурсы истощаются. В 2022 году в «Симпсонах» показали, как международные организации пытаются справиться с экологическими проблемами, но сталкиваются с коррупцией и нежеланием правительств действовать. Сюжет проиллюстрировал, как интересы бизнеса и политика влияют на принятие решений, связанных с охраной окружающей среды. Жители Спрингфилда начинают участвовать в протестах, требуя от властей реальных действий для спасения планеты. С каждым новым конфликтом на экране становится все более очевидно, что влияние человека на природу приводит к необратимым последствиям. Темы экологии и климатических изменений начинают пересекаться с технологическими прорывами, создавая новые вызовы для общества. В одном из эпизодов показано, как технологии пытаются решить экологические проблемы, но вместо этого порождают новые, например, чрезмерное использование ресурсов для создания зеленых технологий. На фоне растущей тревоги о будущем жители Спрингфилда начинают осознавать, что их действия в прошлом могут повлиять на будущее. Вопрос о том, сможет ли человечество изменить свои привычки и стать более экологически сознательным, становится центральной темой. Зрители начинают задаваться вопросами о том, как будет выглядеть мир в 2026-м, если текущие тренды продолжат развиваться. Сложное взаимодействие технологий и экологии создает напряжение, которое все больше ощущается в реальной жизни, оставляя зрителей в ожидании нового поворота событий. В эпизоде «Симпсонов», который вышел в 2012 году, разразился политический кризис в Спрингфилде. В центре сюжета оказались выборы мэра, которые привели к напряженному противостоянию между двумя кандидатами. Один из них, Гомер Симпсон, случайно становится кандидатом от партии, в то время как его соперник, местный бизнесмен, использует агрессивные методы для продвижения своей кампании. Эти выборы становятся отражением более широких политических конфликтов, характерных для всей страны. В процессе предвыборной гонки Гомер сталкивается с проблемами, которые возникают в результате манипуляций со стороны СМИ. Ситуация усугубляется, когда его противник начинает использовать фальшивые новости для дискредитации Гомера. Это обостряет конфликт между кандидатами и приводит к хаосу на избирательных участках. Жители Спрингфилда начинают делиться на лагеря, что вызывает недовольство и споры в обществе. Этот сюжет стал параллелью к реальным выборам в США, где дезинформация и манипуляции стали обычным явлением. К 2021 году в очередном эпизоде предвыборные баталии вновь становятся актуальными. На этот раз в Спрингфилде проходят выборы в Конгресс, где на выборы выходят не только местные кандидаты, но и федеральные политики, стремящиеся получить голоса избирателей. В этом эпизоде акцент делается на политическую поляризацию и недоверие к власти. Каждый из кандидатов использует провокации и громкие обещания, но при этом избегает конкретных решений по актуальным проблемам. Жители города начинают осознавать, что представители власти не всегда действуют в интересах общества. В результате появляются протестные движения, требующие прозрачности и честности в политике. Гомер, который изначально был не уверен в своих силах, становится символом движения за перемены. Он призывает к открытым дебатам и честной политике, что привлекает внимание общественности. В 2022 году «Симпсоны» вновь обращаются к политическим событиям. В одном из эпизодов мэр Спрингфилда сталкивается с коррупционным скандалом, который угрожает его карьере. Это приводит к масштабному расследованию, и Гомер, как активист, решает вмешаться, чтобы восстановить справедливость. Сюжет разворачивается на фоне растущего недовольства населения, которое требует ответов и справедливости от своих избранников. С каждым эпизодом становится очевидно, что политическая ситуация в стране ухудшается. Зрители видят, как конфликты разгораются на фоне выборов, когда каждая сторона пытается отстоять свои интересы. Обострение политической напряженности отражает реальные события в США, где выборы становятся ареной борьбы за власть и влияние, а не платформой для решения проблем граждан. К 2026 году по сюжету «Симпсонов» политическая ситуация в стране достигнет критической точки. Жителей Спрингфилда ожидают новые выборы, которые будут определять судьбу города и страны в целом.
Конфликт между кандидатами, нарастающее недовольство населения и коррупция создают атмосферу напряженности, которая будет нарастать вплоть до самого дня голосования. Вопрос о том, какие последствия принесут эти выборы, остается открытым, и зрители замирают в ожидании возможного развития событий. В 2020 году «Симпсоны» представили эпизод, где в Спрингфилде произошел всплеск социальных изменений. Город начали захватывать новые тренды, касающиеся экологии, прав человека и цифровой культуры. Все это стало результатом нарастающего недовольства местных жителей, которые требовали изменений в своих жизнях. Эпизод открывается с того, что Гомер решает начать движение за экологическую чистоту после того, как видит, как загрязненная река влияет на здоровье детей в Спрингфилде. Он объединяет соседей, чтобы очистить реку и посадить деревья, вдохновляя остальных. Тем временем другой сюжетный поток фокусируется на Лизе, которая становится активисткой за равенство и права меньшинств. Она организует митинги и старается привлечь внимание к важным социальным вопросам. Лиза сталкивается с противодействием со стороны местных бизнесменов, которые боятся потерять прибыль из-за новых инициатив. Этот конфликт подчеркивает растущее разделение между теми, кто стремится к переменам, и теми, кто предпочитает оставаться в рамках привычного порядка. В 2021 году в Спрингфилде проходит конкурс на лучшую идею кибербезопасности. Гомер решает участвовать, чтобы создать приложение, которое поможет людям защищать свои данные от злоумышленников. Однако его идея сталкивается с критикой со стороны старших жителей, которые не понимают современных технологий и боятся их. Это создает конфликт между поколениями, подчеркивая, как новые технологии могут вызывать страх и недоверие. На фоне социальных изменений и активизма в Спрингфилде происходят столкновения между сторонниками и противниками новых трендов. В одном из эпизодов жители собираются на массовую демонстрацию, чтобы выступить против вырубки лесов для строительства нового торгового центра. Это событие становится важной вехой в развитии общественного сознания. Гомер и Лиза принимают активное участие в протестах, подчеркивая, как важно отстаивать свои права и ценности. К 2022 году социальные изменения приводят к тому, что жители начинают осознавать, что их действия имеют последствия. В одном из эпизодов главный герой сталкивается с критикой за свою активность. Это заставляет Гомера задуматься о том, насколько важны его усилия и могут ли они действительно изменить ситуацию. В то же время Лиза продолжает бороться за права меньшинств и активнее выступает против несправедливости, что вызывает еще большее восприятие ее как лидера среди молодежи. С каждым новым событием становится очевидно, что социальные изменения в Спрингфилде отражают реальные проблемы, с которыми сталкиваются общества по всему миру. На фоне этих конфликтов растет необходимость в диалоге и понимании между различными группами. В 2026 году, когда ожидаются новые выборы и изменения в обществе, жители начинают осознавать, что их голоса могут реально повлиять на будущее. Обострение конфликтов подчеркивает, насколько важными становятся новые идеи и тренды в меняющемся мире, оставляя зрителей в ожидании, как эти изменения повлияют на их жизни. В 2023 году атмосфера в Спрингфилде накалилась до предела. Экономические проблемы начали захватывать город, когда местные бизнесмены столкнулись с финансовым кризисом. В этом эпизоде жители города теряют работу, а малый бизнес начинает закрываться из-за растущих долгов и падения спроса. Гомер, потерявший свою работу в результате кризиса, решает собрать местных жителей, чтобы обсудить пути решения проблемы. Он становится лидером движения, которое пытается сплотить общество в борьбе за финансовую стабильность. В процессе собраний Гомер понимает, что корни кризиса глубже, чем просто экономические проблемы. Его внимание привлекает информация о манипуляциях со стороны крупных корпораций, которые выводят деньги из города, оставляя за собой лишь разоренные предприятия. На одной из встреч с активистами Лиза находит данные о том, что местная экономическая политика была подвержена коррупции, и основные решения принимались в интересах всего нескольких человек. Ситуация обостряется, когда начинается массовая утечка информации о финансовых махинациях. Журналисты из местной газеты начинают расследование, и вскоре становится очевидно, что высокопоставленные чиновники были вовлечены в схему отмывания денег.
Это открытие вызывает общественное возмущение и приводит к протестам, где жители требуют отставки коррумпированных чиновников. Гомер и Лиза становятся символами этого движения, призывая к справедливости и прозрачности в управлении городом. К 2024 году напряжение достигло предела. В городе проходят выборы, но жители уже не верят, что смогут как-то повлиять на ситуацию. Гомер решает участвовать в выборах, чтобы изменить систему изнутри. Он открыто заявляет о своих намерениях разоблачить коррупцию и вернуть деньги, которые ушли из Спрингфилда. На его предвыборные мероприятия приходят сотни людей, и он становится символом надежды для жителей. Однако его противник, тот самый местный бизнесмен с выборов, использует все средства, чтобы дискредитировать Гомера. На протяжении всей предвыборной кампании начинается череда атак, которые включают фальшивые обвинения и дезинформацию, направленные на подрыв доверия к Гомеру. Гомер сталкивается с давлением и страхом, но его решимость сохранить справедливость только усиливается. В кульминационный момент, когда выборы приближаются к финалу, Гомер и Лиза получают доступ к записям, которые подтверждают коррупцию на высоком уровне. Эти доказательства могут изменить ситуацию и вернуть надежду жителям. Однако для их публикации требуется смелость, потому что противостояние с мощными противниками чревато последствиями. Гомер понимает, что единственный способ победить — это рискнуть всем ради правды. В день выборов, когда жители собираются на избирательные участки, Гомер решается сделать заявление. Он выходит на сцену, держа в руках документы, которые могут раскрыть всю правду о коррупции. Его голос звучит уверенно, несмотря на давление, и он обещает, что если станет мэром, то положит конец этим злоупотреблениям. Напряжение нарастает, когда Гомер начинает рассказывать о финансовых преступлениях, и зрители, замирая, ждут, как отреагируют его оппоненты и жители. В этот момент на кону стоит не только его будущее, но и судьба всего Спрингфилда. В 2025 году в Спрингфилде на фоне раскрывшихся фактов о коррупции Гомер Симпсон стал символом надежды. Однако его популярность вызвала ненависть среди влиятельных противников. Город погрузился в культурный сдвиг, когда местные художники, музыканты и активисты начали объединяться для борьбы с коррупцией и неравенством. Гомер решает организовать фестиваль искусства, чтобы привлечь внимание к проблемам Спрингфилда и дать местным творцам платформу для самовыражения. Лиза, вдохновленная происходящим, заявляет о своей идее написать пьесу, отражающую борьбу жителей за справедливость. Подготовка к фестивалю идет полным ходом, но Гомер и Лиза сталкиваются с противодействием. Противники начинают угрожать участникам фестиваля, заставляя некоторых отказать в участии из-за страха последствий. Несмотря на это, Гомер настаивает, что страх не должен их остановить. Он собирает команду и призывает всех не поддаваться запугиванию. Фестиваль открывается с большим энтузиазмом. Гомер выступает с речью о единстве и силе искусства. Лиза представляет свою пьесу, в которой показывается борьба Гомера и жителей Спрингфилда. Актеры на сцене передают переживания и надежду, погружая зрителей в атмосферу. Но в разгар фестиваля происходит неожиданный поворот. Противники Гомера решают подорвать мероприятие и проникают на фестиваль, устраивая беспорядки. Начинается паника. Люди начинают разбегаться в страхе. Гомер, увидев это, понимает, что ему нужно защитить и вдохновить людей. Он выходит на сцену и обращается к толпе, призывая всех оставаться спокойными. Гомер говорит, что именно в такие моменты важно объединяться. К его удивлению, толпа начинает собираться снова. Люди готовы бороться за свои идеи и ценности. Тем временем Лиза, находясь на сцене, решает продолжить представление, невзирая на хаос. Она начинает читать отрывок из своей пьесы, который отражает как их борьбу, так и силу искусства перед лицом несправедливости. Это выступление становится кульминацией фестиваля и символом надежды для всех. Зрители, переполненные эмоциями, начинают аплодировать, поддерживая Гомера и Лизу, несмотря на возникшие трудности. В этот момент происходит катарсис. Искусство становится оружием, объединяющим людей. Гомер, наблюдая за реакцией толпы, понимает, что истинная победа заключается в единстве и стремлении к изменениям. Этот кульминационный момент не только меняет атмосферу фестиваля, но и становится решающим поворотным моментом для Спрингфилда и всех, кто вовлечен в борьбу за справедливость и права человека. В 2026 году Спрингфилд, переживший социальные, политические и экономические изменения, вступил в новую эру.
Гомер Симпсон, ставший мэром благодаря своей борьбе с коррупцией и поддержке жителей, начинает реализовывать свои идеи справедливого управления. Он запускает программы по поддержке местных бизнесов, такие как гранты на развитие и налоговые льготы. Мэрия начинает инвестировать в обновление инфраструктуры, новые дороги, освещение и благоустройство общественных пространств становятся приоритетом. Гомер организует регулярные встречи с жителями Спрингфилда, где они обсуждают местные проблемы. Лиза, его помощница, продвигает идеи о защите окружающей среды, внедряя образовательные программы по устойчивому развитию. В школах запускаются курсы по экологии, а молодежь участвует в проектах по озеленению города. Гомер и Лиза понимают, что активизм, который ранее казался отчаянной попыткой, теперь приводит к реальным переменам. Тем временем мир вокруг Спрингфилда продолжает меняться. Стремительное развитие технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация, поднимает вопросы о будущем занятости. Гомер и Лиза внедряют программы по переквалификации местных жителей, обучая их новейшим профессиональным навыкам. Создаются центры, где предлагаются курсы по программированию, цифровому маркетингу и другим востребованным направлениям. Однако на фоне этих успехов возникают новые вызовы. Экологические катастрофы, предсказанные Симпсонами, начинают проявляться по всему миру. Изменение климата вызывает аномальные погодные явления. Наводнения и засухи начинают угрожать сельскому хозяйству и жизни населения. Гомер и Лиза понимают, что теперь, когда они у власти, необходимо действовать решительно. Они запускают план по созданию устойчивых экосистем, восстанавливают местные водоемы, внедряют программы по переработке отходов и переходят на использование зеленых технологий. К концу 2026 года Спрингфилд становится примером для других городов. Успехи жителей и их активное участие в жизни города вдохновляют соседние муниципалитеты следовать их примеру. Гомер и Лиза становятся символами изменений. Они показывают, что даже в самые трудные времена можно достичь успеха. Несмотря на эти достижения, мэрия продолжает сталкиваться с вызовами. Конфликты интересов, давление со стороны бизнеса и необходимость сбалансировать экономическое развитие с охраной окружающей среды остаются актуальными. Гомер, анализируя свой путь, понимает, что настоящая борьба за справедливость и равенство не имеет конца. Он осознает, что каждый день представляет собой возможность для новых свершений. Спрингфилд, отражая текущие реалии, становится символом надежды и активизма. Симпсоны продолжают предсказывать будущее через реальные изменения в обществе. Зрители, следя за судьбой города, задаются вопросом: какие еще испытания и победы ждут впереди? Эта история о борьбе за лучшее завтра продолжается, оставляя след в сердцах всех, кто верит в возможность перемен.